Путин признал грандиозный провал. Впервые на поле боя все далеко не так, как рассказывалось на камеры. Шокирующее заявление главы Кремля. Коллапс, катастрофа и паника. Крым закрыт на ремонт. Эвакуация с полуострова? Что дальше? Европа выгоняет украинцев? Будут ли депортировать тех, кто пересек границу нелегально? Решается один из главных вопросов. Это и многое другое к утру воскресенья, 7 июня. Доброе воскресное утро. Спасибо, что начинаете этот день вместе с нашей командой. Это правильный выбор. В студии для вас работает Степан Путила, и мы начинаем. От Киева за 3 дня до талонов на 3 литра. Коллапс, катастрофа и паника в Крыму, какой здесь не видели со времен развала СССР. Скоро будут бунты, оккупированный полуостров полностью накрыло, и речь не только об украинских дронах. Все из-за последствий их прилетов. Бензин за наличные не продается вообще, только по талонам. Лимит около 20 литров в одни руки, заливать в канистры нельзя, а самих талонов в свободной продаже нет. И, как честно предупредили, не будет. На заправках многочасовые очереди, редкие партии топлива разлетаются за пару часов. Я из Крыма, я сейчас считаюсь одним из самых таких крутых чуваков на данный час, потому что у меня только что появилось 100 литров бензина. То есть я 40 тысяч рублей заплатил за то, чтобы у меня просто появился бенз. Городской транспорт уже не выходит на маршруты, а более 1000 машин скопились на досмотр перед Крымским мостом. Назначенный Москвой глава Крыма Сергей Аксенов мямлит про временные ограничения, а губернатор Севастополя Развожаев рубит прямо. Бензина не будет, стоять в очередях бессмысленно, бензовозы просто не смогли пройти на полуостров. И действительно, они же все по дороге сгорели. Расход топлива на 100 километров слегка превысил норму. Смотрите, дырка, сзади колесо, вот нет колеса вот этого, и второго тоже. Но это уже не только про топливо. В севастопольских магазинах вводят лимиты на еду. Не больше 3 бутылок масла и 3 пачек макарон в руки. Макарон полно. Ну, тоже действует ограничение. Реально? Дефицит расползается и не только в Крыму. Ограничения на заправках докатились до 1,5 десятков российских регионов, вплоть до Петербурга и Подмосковья. Все до изнеможения хотят заправиться. Ух, зреют ли бунты? Или эвакуация? Правда, уже даже самолеты дважды совершают вынужденные посадки из-за угроз дронов. Просто так быстро ретироваться не получится. А степень паники властей выдает детали покруче талонов. В Крыму запретили снимать и публиковать что-либо про бензовозы и их маршруты. На заправках дежурят чиновники и переписывают номера машин. А за съемку, по сообщениям, грозят сроком вплоть до пожизненного. Фотография очередь за бензином приравнивается чуть ли не к госизмене. Так выглядит процветающий русский Крым, когда коридор снабжения перерезан украинскими дронами, методично бьющими по трассе Р-280 Новороссия и по самим бензовозам. Отдельная драма – застрявшие туристы. Бензина на обратную дорогу нет, люди в прямом эфире умоляют вывести их хоть через МЧС. Дозвонившийся гость из Тулы с маленьким ребенком только и повторял: «Я просто хочу уехать отсюда». Я с Тулы, сам железнодорожник, помощник машиниста. Приехал к вам в Тулу в отпуск небольшой, и вот попали в такую ситуацию, ездили, грубо говоря, по Крыму, не понимали, что тут происходит. Особо неинтересно было. А тут сейчас выезжать, и мы встали. У нас нет бензина, у нас маленький ребенок. Скажите, как нам быть? А раньше же так уезжать не хотелось. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Алушты. И вишенка на этом дымящемся торте. Пока в Крыму выдают по 3 литра по талонам, запрещают фотографировать заправки и вспоминают пустые полки позднего Союза, в Москве грезят грандиозным. Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев на голубом глазу анонсировал тоннель через Берингов пролив аж до самой Аляски. Поэтому тоннель будет, проектирование тоннеля мы делаем, и это будет одним из больших инфраструктурных проектов между нашими странами. Правда, конфуз разоблачился мгновенно. Никакого исторического договора с США и в помине нет. Речь, как выяснилось, о контракте с какой-то инженерной компанией на стадии проектирования. Даже СВОИ не выдержали. Действующий российский военный с патриотично-поэтичным позывным «Шекспир» в ярости написал: «Тут очередной наш клоун-сексуалист заявил, что они с американцами подпишут договор о рытье туннеля до Аляски. У вас Крым отрезают в прямом эфире без СМС и регистрации. С этим разберитесь, а то как бы вам в Крым рыть туннель не пришлось. Землекопы извините».
Действительно, разговоров-то было на дорогу до Америки, а по факту тут в Крыму хотя бы одну трассу для бензовозов расчистить или броней их обложить и не облажаться, что нереально. Но обстановка на фронте пока такова. И как дела на линии боевого соприкосновения? Дела такие, что у нас 17 дронов на километр, а у них по 10 дронов на одного нашего наступающего штурмовика. Ну, зато хоть пляжи чистые. Ну, Анапа, все нормально? Я думаю, что да, там песок, чем, я думаю, на Лазурном побережье. Поразительно, но факт: военный преступник решил порассуждать о морали. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление. Это он о том, как недопустимо бить дронами по мирным людям. Имея в виду, разумеется, не свои дроны. Пока Путин подбирал красивые слова, Россия в ту же ночь атаковала Украину. Как и каждый день. По данным воздушных сил прилетели 272 беспилотника, 19 дошли до целей. Тяжелее всего в Запорожью погибли 2 работников простого предприятия. А днем дрон ударил в крышу супермаркета, ранив 10-летнего парня и его отца. Гуманитарное преступление в устах Путина выходит понятием на редкость избирательным. И это мало кто заметил, но Путин признал колоссальный и грандиозный провал. В самом конце своего выступления, забыв про тезисы из бумажки, рубанул правду матку. На поле боя паритет, где-то у нас и преимущество наблюдается на некоторых участках. Это то же самое касается и вот этой дальнобойной авиации, такого самолетного типа. Ведь она же такого уж совсем большой угрозы не представляла бы, если бы вовремя принимали соответствующие решения и наращивали соответствующие возможности. Где-то у нас преимущество наблюдается на некоторых участках. Где-то. Военкоры и зетники в шоке, остолбенели. Сейчас нефтебаза в Тбилисской горит. С нее идет снабжение Краснодарского края. 5000 квадратных метров пожар. Думаю, к осени ничего от нефтебаз не останется. Там за Крым пишут, топлива нет. Ставрополье, Краснодарский ждет такая же участь. Фермеры сейчас охуевают. И это было предсказуемо с вероятностью 99,9, минимум с конца того года. Впрочем, Путин и сам признал провал. И не только в этом. Мы договорились о переезде крупных госкомпаний и корпораций из Москвы в регионы. Сергей Семенович, столица это не повредит. Но не переживайте, это все по плану припало. И установка ракетного комплекса «Панцирь» на крышу жилой высотки в Москве тоже. Да и вообще у всех остальных лишь только хуже дела обстоят. А у нас все по плану. Мы сознательно идем на охлаждение экономики. Охладите ваш пыл, жар. Тут еще один прорыв. Работающим пенсионерам в августе прибавят к пенсии аж до $6, сообщили в Госдуме. Кстати, чтобы попасть на выступление Путина на экономическом форуме и послушать эти гениальные речи, всем участникам и журналистам пришлось сдать ПЦР-тесты на коронавирус, грипп и прочие респираторные инфекции. Без отрицательного результата и спецпропуска в зал не пускали. Тот самый человек, что отправляет тысячи людей на фронт ежедневно, по-прежнему ограждает себя от собственных гостей ватной палочкой и лабораторий. Вождь сверхдержавы. Какая там встреча с Зеленским? Кстати, во все прошлые годы на ПМФ гениальный геостратег предрекал разные события, что США сместят Зеленского, что Россия создаст санитарную зону на украинской земле. Вместо этого ВСУ сами зашли в Курскую область. Уверял, что Украину заставят мобилизовать с 18 лет, 3 года спустя возраст все еще 25, и обещал, что Украина скоро останется без своей техники. Теперь ее дроны долетают аж до Урала, а Кремлю пришлось проводить парад победы без единого танка с разрешения Зеленского. Нас просто надули. Обманули дурачка на 4 кулачка. Кинули просто. Грубо кинули. К сожалению, нас в очередной раз обманули, надули. Ну, вот это точно сбылось. А цели так называемые СВО, похоже, никогда не сбудутся. То про денацификацию говорят, то про освобождение русских, которые эту денацификацию и не выговорят-то никогда. Обязательно добьемся полного восстановления прав тех русских и русскоязычных людей, против которых развязан открытый террор со стороны неонацистского киевского режима. Решение этого вопроса в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта. А вот место, где уже восстановили русский мир – Торецк, Донецкая область. И пока, похоже, единственное право, которое Россия реально обеспечила русским в Украине – это право на возвращение домой в черных пакетах. И то не всегда. Но главарь МИД РФ пообещал противодействовать русофобии и поддерживать распространение русского языка за рубежом. А вот главное – забыл. Нет сомнений, что мы
этого добьемся. Так же, как и некоторых других, мы будем добиваться уже на переговорном треке, имеется в виду денацификация. Кто в лес, кто по дрова. То денацификация, то защита русскоязычных, то просто свержение власти. И, кстати, война сейчас идет уже не против одной лишь Украины, если что. Даже американцы опять вернулись на свои позиции. Для чего Марко Рубио и Конгресс США предложили позавчера ужесточить санкции? Все просто. Им стал понятен исход СВО. Не в их пользу. Об этом просит сам Киев, и звучит это крайне неожиданно. Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой снять временную защиту со своих же граждан. Мужчин от 23 до 60 лет, тех самых, кого могут отправить на фронт. Простыми словами, статус, дающий украинцам право легально жить и работать в Европе без ограничений, для этой категории хотят отменить. Все, чтобы возвращались на родину. Европа охотно подхватывает, за исключение призывников выступают Австрия и Польша, а теперь Германия. Саму защиту для украинцев в целом при этом пока продлевают до марта 2028-го. Скорее всего, Европа будет депортировать мужчин, которые незаконно переплыли Тису, заверяет глава управления по миграционной политике Украины Василий Воскобойник. Зеленский прямо зовет людей домой. Они нужны стране. Але я дуже вдячен тій молоді і людям, які в Україні. Но я очень благодарен той молодежи и людям, которые в Украине, которые возвращаются в Украину. Многие люди вернутся после окончания войны, и они будут очень нужны. Но сегодня они нужны именно здесь, в Украине, чтобы помогать и защищать ее. А экономист Алексей Пяндин тут же добавляет внушительную цифру. Экономике не хватает 4,5 миллионов рабочих рук, и трудовых мигрантов придется завозить по 450 тысяч в год. В стройку, в село, на заводы. Парадокс. Мужчин выдавливают обратно к фронту, а кем закрывать рабочие места – большой вопрос. А вы как думаете, начнут возвращаться люди в Украину? Ну и увидимся уже вечером на канале. Обязательно подписывайтесь.